Всем привет, с вами Дэн, как видите, Alta 8, да, китайский микробренд, который основан в 2020 году, производит он только сложные и необычные модели, и название марки тесно связано с цифрой 8, конечно же, так как эта цифра означает, что правильно, бесконечность, а также, как они говорят, уверенность в том, что идеальная жизнь протекает по 8-часовому циклу. 8 часов работы, 8 часов сна и 8 часов развлечений. Некоторые модели я вам уже показывал, а сегодня вот еще одна модель. Давайте открывать. Так, здесь коробочки, все у нас. И такой travel кейсик. И вот они. В спортивном стиле. Хе-хе-хе. Бочечка. Ну что ж, сейчас пленки сниму, а потом, конечно же, будем продолжать. Итак, часы я распаковал, и модель называется Alta 8 Shot Bomb 8, и референс у вас сейчас на экране, на табличке. И давайте по характеристикам сразу пройдемся. Корпус стальной 316L, водозащита 30 метров, то есть руки помыть, под дождь попасть. Люминофор на метках и стрелках, ремешок силиконовый здесь. Внутри механика с автоподзаводом китайская Seagull ST2505K, 21600 полуколебаний в час, запас хода 42 часа. Сапфировое стекло с внутренним антибликовым покрытием. И ритейл в России 45 400 рублей, по крайней мере, на момент записи этого видоса. Ну и давайте по размерчикам пройдемся. Значит, у нас корпус получается вот здесь, да, промежуточки такой, как бы 43, если возьмем по вот этой части, то 41 с небольшим уже. Дальше, так сказать, от ушка до ушка, но в данном случае у нас ушек-то нет, 50 получается. Высота корпуса 15,1. Ну и по ремешочку, в части, где он крепится к корпусу, ремешки запасные можно будет брать. Но по размеру, на всякий случай, 24. 24 и, казалось бы, крупные часы, но, как вы видите, ушек нет, поэтому на запястье такие модели всегда носятся очень и очень удобно. Потому что нет ушей, ремешок прям наискось, да, сбоку крепится к корпусу, сразу уходит вниз, поэтому посадка на мои 18,5 сантиметра в обхвате очень даже удобная. Ну, все мы понимаем, что это такие крупные, заметные, можно сказать, даже вызывающие часы. И, конечно же, это особенность стилистики корпусов а-ля Ришар Миль. Это такой спорт, брутал, крупные всегда и вызывающий, конечно же. Большая бочка, да, обязательно на силиконовом ремешке, потому что добавить немножечко спортивности и, конечно же, облегчить вес. Часто ярких цветов, и, в принципе, я считаю, что здесь грустные какие-то цвета, они неуместны, потому что у вас, в принципе, уже на запястье большущая, красивая, как правило, модель, потому что эти корпуса, да, они, может быть, не всем нравятся, не всем подходят, но они красиво сделаны. Они сделаны красиво. То есть вот этот дизайн мне нравится. Ну, понятно, Ришар Миль все-таки делает круто, а все хомажи, которые придерживаются этой стилистики, они, как правило, вот именно вот в таком же духе также спортивно смотрятся. В нашем случае, да, у нас за яркий визуал отвечает красный ремень и, кстати, красные акценты на циферблате. Если вы внимательно присмотритесь, у нас эти красные акценты в виде восьмерки, как раз, которая обыграна на цифере. Занимает весь циферблат, и при этом, знаете, вот, казалось бы, есть производители, которые иногда вот переигрывают немножко, да, в дизайне. Но здесь, мне кажется, сделали все приятно, без излишеств, и восьмерка не сразу таки и бросается в глаза. Но когда вы ее рассмотрите, вы понимаете, что здесь какая-то вот такая история, обыгрыш названия бренда есть на циферблате. Это, конечно же, такой техноскелетон, которые китайские компании в последние годы делают просто на ура, потому что, сами понимаете, чтобы делать отделку в таком старом добром стиле с женевскими волнами и так далее, это должно быть дорого. А если вы хотите получить техноскелетон, точнее, если вы хотите просто скелетон, да, получить за достаточно доступную сумму, то здесь должна быть отделка вот такого плана. И мне кажется, это правильно, потому что если вам нужно что-то супер, это нужно уже платить серьезные деньги. А если хочется просто, чтобы это было видно механизм, его работа,
работу, вот, да, циферблат вот здесь частично есть, частично его нет. И это здорово выглядит именно вот в таком формате, тем более, как я уже сказал, сделать это можно с учетом технического развития китайских производителей в последние годы. Ну, здесь винты, конечно же, да, причем это функциональные винты, то есть они у нас держат весь этот корпус. Крупная модель, крупная заводная головка, которая, понятное дело, хорошо сочетается с этими самыми размерами. И смотрите, что интересно, читаемость-то здесь вполне себе неплохая, хотя, казалось бы, это скелетон. Но, во-первых, да, здесь есть такие шкалы, где разметочка у нас идет часовая и минутная, кроме нижней части почему-то. Ну, кстати, так тоже интересно получилось. И крупные стрелки частично скелетонированные, частично покрыты люминофором, поэтому даже вот так поворачиваешь, крутишь и вполне себе видно. Ну, а когда выключаем свет, то будет люминофор и тоже они будут читаться. Поэтому в плане читаемости здесь окей, я бы даже сказал, это плюсик для такой модели. По отделке здесь все очень даже неплохо. Основная часть идет с сатинирования. Есть небольшие такие нотки зеркальной полировки по верхней грани корпуса. И также чуточку есть на нижней грани. В принципе и все. И я считаю, что это правильно, потому что излишняя такая блестючесть этой модели, наверное, точно не нужна. По цифру чуть позже посмотрим в макро. Давайте посмотрим в плане вот резкости, да. Здесь сглаженные грани, если вы вот такого плана любите, то вам зайдет как раз. И они не будут нигде ни за что, знаете, вот хвататься, особенно с учетом размеров этого корпуса. Если вдруг вы рискнете его надеть, например, под длинный рукав, например, свитера какого-нибудь, то здесь ничего цепляться не будет. Это плюс. Если бы они сделали резкие грани, наверное, было бы лишнее с учетом высоты все-таки корпуса и того факта, что здесь вот такие, немножко выступающие как бы эти ребра. Да? И по боковой части у нас есть такие вот прорези, которые немножко как будто бы скрадывают высоту корпуса. Хотя в этих часах высота, это же ведь фишечка. По весу, значит, у нас 128 грамм всего-то, потому что, как я сказал, силиконовый ремень здесь в этом плане решает. Как видите, стекло у нас еще и изогнутое, поэтому антиблик хоть и есть, но он не сильно здесь в данном случае спасает, но этого следовало ожидать. Стекло все-таки, да, изогнуто достаточно сильно. И это, между прочим, сапфирчик у нас. По циферу все очень даже приятно. Но, в принципе, Olta 8 и другие модели, которые мы с вами рассматривали, тоже очень даже хорошо сделаны. Тем более за свою цену. И здесь мне нравится, как исполнена эта самая восьмерка. Да? Очень круто. Приятно. И мне нравится, что они играют здесь покрытиями. Да? То есть есть и красные оттенки, есть такие черные покрытие. И есть, собственно, сатинирование на стали. Красный наконечник на секундной стрелке. Кстати, она зеркальная. Слушайте, интересно, да. Вот благодаря вот этим сочетаниям цветов как раз-таки и с читаемостью здесь лучше, чем могло бы быть с учетом скелетонирования. Винты, корпус, восьмерочка, и вот он здесь у нас еще и Сигал, тоже частично скелетонированный, тоже у нас здесь восьмерочка такая, да, вечность. И основные характеристики. Ремешок крепится на винтах, так что специнструмент вам потребуется для замены. Часы для обзора предоставлены крупнейшей в России розничной сетью магазинов наручных часов All Time, за что им спасибо. И по итогам давайте пройдемся. Я скажу так, что если вы хотите часы в стилистике Ришар Миль, да, вот такую бочечку крупную, то Olta 8 предлагает весьма доступный и приятно исполненный вариант. Мне в данном случае нравится, как они сделали скелетонирование, мне нравится циферблат. А все, что касается ремешка, корпуса, здесь, понятное дело, это хамаш, да. Причем ремешок очень даже приятный такой, мягкий, хороший, и вот на запястье такие ремешки всегда удобные. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.